Сергей Каретников. Фантастический рассказ. Подземный город. Глава 1. В руки двух приятелей, 12-летних школьников, случайно попадает секретная карта клуба диггеров. Воспользовавшись ей, они попадают в подземный лабиринт под городом, оставленный неизвестными строителями, и натыкаются на загадочное устройство. Друзья пытаются выяснить, каково его назначение. «Дениска, просыпайся». Ну что за ребенок? Вечером его не уложить, утром не поднять. Это мама. Я приподнял голову от подушки и, стараясь всем своим видом показать, что уже не сплю, и готов тотчас же вскочить с постели, бодро умыться и даже сделать зарядку. На самом деле, этого делать я не только не хотел, но и не собирался. А чтобы осуществить этот план, надо было до конца выслушать мамин утренний монолог, который она всегда произносила перед тем, как уйти на работу. «Вставай, я тебе говорю, а то в школу проспишь. Больше будить тебя не буду. Все, я побежала на работу. Уже опаздываю. Ты не видел мою сумку? Ладно, все равно уже некогда искать. Придешь со школы, подогрей котлеты с картошкой и йогурт не забудь, а то испортится. Опять выбрасывать придется». Дверь хлопнула, и замок мягко и приятно хрюкнул, защелкиваясь и превращая утро в мир блаженства и покоя. Я снова уронил голову на подушку и ощутил себя самым счастливым человеком на свете. Только что я видел очень интересный сон. Там был лес с незнакомыми сочно-зелеными растениями, усыпанными большими ярко-красными цветами. От них веяло свежестью и прохладой. Они росли по обе стороны узкой тропинки, на которой причудливо смешивались колышущиеся тени и мерцающие теплые солнечные пятна. Я шагал по этой тропинке, с нетерпением раздвигая ветви руками, и по непонятной причине был уверен, что она вот-вот выведет меня в некое заветное место, куда я стремился всю жизнь. Даже во сне я понимал всю абсурдность этого стремления, так как не мог себе представить, что это за место, и что в нем такого притягательного, что мне непременно хочется туда попасть. Лес начал редеть, и над головой открылось чистое синее небо. Я оказался на высоком холме, а внизу раскинулся необыкновенной красоты город. Ажурные конструкции тянулись вверх, переливаясь перламутром, как крылья стрекоз. Вместо того, чтобы идти вниз по тропинке, я распростер руки, легко оттолкнулся ногами и, набирая скорость, полетел невысоко над землей. Город стал довольно быстро приближаться. У подножья холма я увидел большой и довольно глубокий бассейн с кристально-прозрачной водой. С такой же легкостью, как я только что летел по воздуху, я нырнул в него и продолжал двигаться к городу уже под водой, ничуть не удивляясь тому, что и здесь могу дышать совершенно свободно. Кафель на дне покрывали причудливые узоры, складывающиеся порой в своеобразные указатели направления, так что выныривать на поверхность, чтобы сориентироваться, куда плыть, не было необходимости. Вода была прозрачна, как воздух, и единственное, что ее отличало, — это плотность. Здесь можно было делать только плавные движения. Неизвестно откуда вдруг появился дельфин. Он сделал вокруг меня несколько приветственных кругов и пропал. Вся противоположная сторона бассейна представляла собой широкую пологую лестницу из белого мрамора. Доплыв до нее, я встал на ноги, вышел на берег и уверенно зашагал вперед,
будто знал, куда именно мне надо идти. Улицы города были пустынны, и я шел совершенно один, озираясь по сторонам и любуясь необыкновенными видами. Я чувствовал, что цель моего путешествия уже где-то совсем рядом, вот-вот и она появится за ближайшим поворотом. Именно в этот момент меня и разбудил голос мамы. Что же там было дальше в этом сне? Я снова закрыл глаза, но к своему огорчению больше ничего увидеть не смог. Мне легко удалось вернуться к своим воспоминаниям о бассейне и даже приветственно помахать рукой дельфину, чего в прошлый раз не делал. Еще раз пролететь над холмом и пробежаться по тропинке. Но видение неотвратимо ускользало, как только я снова оказывался на улицах города. Изображение словно размывало потоками воды, и вместо него в памяти проступали реальные события вчерашнего дня. А они были не менее удивительны и намного более конкретны, чем только что увиденный сон. Школа. Что такое школа в сравнении с тем, что сейчас лежало у меня под подушкой? Я осторожно сунул туда руку, боясь, что и это мне тоже приснилось. Но нет, все на месте. Рука нащупала свернутый вчетверо лист бумаги. Он приятно зашуршал под пальцами, прогоняя последние остатки сна. В одно мгновение я вспомнил все. Как вчера вечером мы с Вадькой ходили ловить зеркальных карпов в старом заросшем камышом пруду заповедника. И как потом тащили полное рыбы огромное ведро, пыхтя, изгибаясь под его тяжестью. Вспомнил, и как уже дотащив свой груз до середины моста, услышали позади топот ног и подумали, что это сторожа пустились за нами в погоню. И как со страху вместе с ведром с моста в воду бросились и притаились там, глотая ряску, и с ужасом чувствуя скользкие прикосновения пиявок, выискивающих место, где бы половчее присосаться к оголенным частям тела. И, наконец, топот ног над нашими головами и выстрел, прозвучавший как-то не по-настоящему тихо, и вызванное этим выстрелом недоумение. «В кого стреляют? Нас ведь на мосту нет. Да и стали бы сторожа стрелять из-за ведерка рыбы. В крайнем случае уши бы надрали и все. Мы же не настоящие браконьеры, что рыбу динамитом глушат да машинами вывозят». Но это мы уже потом так стали рассуждать, а тогда, в панике, только страх и остался, что уж про здравые рассуждения говорить. Сразу после выстрела плюхнуло что-то тяжелое в воду, а топот ног, проухав вдоль моста, вскоре затих. Воцарилась полная тишина. Слышно было даже, как поднимаются со дна пузырьки воздуха и лопаются у поверхности. Мы с Вадькой еще постояли так некоторое время. Из ряски только носы торчали. А потом, не сговариваясь, схватились за животы от смеха и в придачу наглотались пахнущей илом озерной воды. По всему выходило, что перепугались мы совершенно напрасно, вдобавок вымокнув с ног до головы и лишившись всего, с таким риском добытого улова. Наши караси с радостью вернулись в родную стихию, так и не осознав, какой участи им удалось в этот раз избежать. И все было бы хорошо, если бы вдруг на поверхность воды не вынырнул странный предмет серо-зеленого цвета. Сначала мне показалось, что это чья-то спина. При мысли об этом по моей собственной спине забегали холодные мурашки. Но нет, не могло это быть чьей-то спиной, потому что всплеск, который мы слышали незадолго до того, был совсем не громкий, нисколько не похожий на то, как если бы в воду упал человек. Мы с Вадькой снова переглянулись, видимо, и ему в голову пришли похожие мысли. Он осторожно протянул руку
и дотронулся до загадочного предмета, покачивающегося на поверхности воды. От легкого прикосновения тот опять нырнул, но Вадька, быстро сунув обе руки в воду, ловко схватил его и вытащил на поверхность. Предмет оказался потрепанной сумкой из грубого брезента с замком в виде двух металлических скоб, входящих одна в другую. Мы снова переглянулись. В подобных сумках инкассаторы обычно носят деньги. Неужели эта погоня была за грабителями? Нет, пожалуй, грабители сумку бы не бросили. Вокруг было совершенно тихо. Мы выбрались на берег, забрались в кусты подальше от посторонних глаз и склонились над своим трофеем. Искать хозяина и пытаться вернуть находку было, пожалуй, глупо. Во-первых, мы никого из пробегавших по мосту не видели. Во-вторых, не очень-то нам и хотелось их увидеть, учитывая обстоятельства дела. Так что выход у нас был только один. Вадька открыл застежку и извлек из сумки сверток, перевязанный бумажной веревкой, какой обычно завязывают торты в кондитерских. Даже бантик был таким же. Мы развернули успевшую слегка намокнуть газету. Внутри оказались какие-то чертежи и схемы. Вадик разочарованно вздохнул. Я, если сказать правду, тоже ожидал чего-то более романтичного от нашей находки. Но, как видно, все интересное случается только в кино. Полистав непонятные чертежи, мы уже собрались засунуть все обратно в сумку, как неожиданно из пачки бумаг выскользнул небольшой брелок на тонкой блестящей цепочке. Если бы не странное голубое свечение, исходившее из глубины брелка, то его легко можно было бы принять за кусочек стекла каплевидной формы. Кроме того, он казался теплым на ощупь, хотя стекло обычно бывает прохладным. Эта необычная находка заставила нас взглянуть на пачку чертежей с новым интересом. Мы снова тщательно перелистали все, что было в сумке, но, как и в прошлый раз, совершенно ничего не поняли, за исключением одного листка, похожего на карту, на котором можно было разобрать очертания нашего города с нанесенными на них линиями каких-то коммуникаций и множеством цифр вдоль каждой из них. «Наверное, это сумка какого-нибудь электрика», — сказал Вадька. «И кому же понадобилось стрелять в этого электрика?» — удивился я. «Да, может, это сам электрик и стрелял в того, кто у него сумку утащил», — предположил Вадька. «А тот сумку и бросил». «Крутые у тебя электрики. С пистолетами ходят», — засомневался я. «А может, и не электрик. Откуда мне знать?» — обиделся Вадик. «Ладно, давай пойдем ко мне», — примирительно предложил я. «У меня сейчас дома никого. Рассмотрим получше, что это там за бумаги такие». Сделав большой крюк через лес, чтобы не попадаться никому на глаза, мы благополучно добрались домой и, оставляя грязные следы на паркете гостиной, прошли в мою комнату. Дверь на всякий случай закрыли на замок, положили мокрую брезентовую сумку на стол и, предварительно подстелив клеенку, извлекли все содержимое. Среди незамеченных нами раньше вещей в сумке оказался обыкновенный почтовый конверт без адреса, но с наклеенной почтовой маркой, а в нем пожелтевшая фотография и несколько блестящих черных пластиковых карточек, по размеру похожих на кредитные, но без надписей и номеров. На фотографии было изображение мужчины, одетого в темный костюм, белую рубашку и галстук. Он стоял рядом с каким-то устройством. По форме оно представляло собой опоясанный толстыми медными трубами приплюснутый сверху шар. Шар был примерно вдвое выше человеческого роста. Мужчина одной рукой касался поверхности шара, а в другой держал большой букет роз и улыбался. Несмотря на то, что большую часть изображения занимало унылое непонятное устройство, фотография оставляла после себя какое-то праздничное настроение.
Просмотрев все бумаги, мы обнаружили, что пометки и номера на карте совпадают с такими же обозначениями на других листах с изображением чертежей и были вполне очевидно связаны с указанными на карте местами. «Что за карта такая странная?» — рассуждал вслух Вадик. «Эти линии никак не могут быть улицами. Смотри, здесь они проходят по изображениям домов, а в некоторых местах даже пересекают реки и озера. Больше похоже на какие-то кабели или даже тоннели. Да, скорее всего, это и есть тоннели. Но тогда выходит, что под нашим городом находится огромный многоэтажный лабиринт из тоннелей. Я и раньше слышал, что есть какие-то подземные ходы, но думал, что это все сказки. А тут оказалось, что правда. «Это еще неизвестно», — перебил я его. «Может, это действительно просто провода на карте изображены?» «Да нет. Как же провод может расширяться и сужаться? А вот здесь...» Он указал пальцем на карте одно из многих похожих мест. «Смотри, тут линия вообще переходит в какие-то прямоугольники. Наверняка это подземные комнаты. Да и не похоже это на электрические схемы. Мы же в школе на физике это проходили. Но на физике одно дело, а у настоящих электриков может быть все совсем по-другому», — продолжал сомневаться я. «Мы ведь можем проверить», — предложил Вадик. «Давай пойдем туда, где на карте обозначено самое близкое к нам место, и посмотрим, что там такое. Вот, смотри, здесь, около заброшенных мастерских, где раньше ремонтировали сельхозтехнику, есть пометка. Идея эта мне сразу понравилась, но было уже поздно, и мы решили отложить этот поход до завтра. И вот оно, это завтра, настало, предвещая увлекательные приключения. Теперь я был действительно готов встать, умыться, позавтракать и даже сделать зарядку. Зарядку я, конечно, делать не стал. Быстро оделся, почистил зубы, взял со стола приготовленные мамой бутерброды и направился прямо к Вадику, который жил в соседнем доме. Дверь мне открыл его старший брат Олег. Он подозрительно посмотрел на меня и, бросив «Привет», махнул рукой в направлении кухни. Вадик тоже уже проснулся и, прыгая на одной ножке, пытался одной рукой натянуть спортивные штаны, а другой намазывал масло на бутерброд. Он явно собирался идти в школу. «Ты что?» — спросил я. «Забыл, что мы собирались делать?» Вадик замахал на меня руками, выразительно указывая взглядом на соседнюю комнату, где был его брат. Я понял, что надо соблюдать конспирацию. Видимо, он проболтался вчера вечером о наших планах и теперь был под подозрением.